When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Всем привет, и с вами снова я, Алан Ди. И сегодня я бы хотел вам рассказать о плюсах жизни в Китае. На данный момент уже исполняется полтора года с тех пор, как я переехал сюда. И первый плюс, который я хотел бы отметить, да-да, он именно самый первый, потому что как только я изучил эту технологию, я просто... Все, моя жизнь заиграла новыми красками. Вот видите вот это? Да, это телефон. А также это кошелек. Почти каждый китаец имеет в своем телефоне приложение, которое называется Alipay. С помощью этого приложения можно купить билеты в кино, можно заказать такси, можно оплатить электричество, даже воду, оплатить газ, оплатить все. А что самое интересное, можно зайти в небольшой прилавок, взять себе еды, подойти к кассиру, отсканировать его QR-код и заплатить. Как же удобно жить. Также большинство китайцев обычно закупаются на Taobao. Многим известно название AliExpress. Так вот, Taobao что-то вроде AliExpress, но куда глобальнее. Люди могут купить вещи, продукты, технику. Все, буквально все. Вау, чувак, классная куртка, где взял? А, ты об этой. Ну знаешь, так, съездил в центр города, обошел 5 магазинов, чтобы найти нормальную шмотку и... Что ты делаешь? Спасибо, на Taobao нашел. Пойду захожу. Да, в это сложно поверить, но китайцы закупаются именно там. Да, я понимаю, что у данной системы есть как плюсы, так и свои минусы. То есть, если вы потеряете телефон, вы потеряете доступ ко всем своим аккаунтам, деньгам и прочее. Но в то же время это нас учит быть ответственными за свои вещи. Второй плюс, который я хотел бы отметить, это adaptability. Как бы по-русски-то сказать? Адаптируем. Переехав в Китай, я сразу начал обустраивать свою квартиру. Начал покупать мебель, моющие средства, еду. Относиться бережно к своим расходам. Когда я это вообще делал? Лично для меня жизнь в Китае помогла адаптироваться и в своей собственной жизни, и в рабочей сфере. История из жизни. Приготовил я все свои уроки, распланировал я каждое свое действие. И тут мой босс подходит и говорит: тут Мэри позвонила и сказала, что не сможет прийти на работу. Заболела. Ты сможешь взять ее урок, который начнется через 10 минут? Ну и как вы думаете, что я сказал? Ну, да, конечно, без проблем. Я возьмусь. Это не проблема, что вы. Ну. И подобные казусы при работе в Китае являются нормальной практикой, поэтому ничего в этом страшного нет. Да, в моей школе меня не часто оповещают заранее, чтобы я подготовился, сделал все как надо. Но в то же время это очень хорошо, потому что это развивает навык импровизации и flexibility. Я когда-нибудь русский язык-то начну тренировать опять. Гибкость. Соответственно, каждую неделю у меня происходит какой-нибудь момент гибкости. Когда мне приходится хвататься за урок и проводить его без всякой подготовки. Пункт 3. Кухня Китая. Да, в это сложно поверить, но мне очень нравится кухня Китая. Каждый раз, когда я приезжаю в Красноярск, мне кто-нибудь договорит: тебе рис приготовить или лапшу? Ты же китаец, ты же по-любому только это и ешь. На самом деле здесь не только рис и лапша, здесь богатый выбор еды. Единственный минус: большинство овощей они жарят. Но никто не мешает вам приготовить овощи своим собственным путем дома. А так, разного рода мясо, жареные овощи. Знаете, я очень люблю жареные баклажаны. Попробуйте, поймете, о чем я говорю. 4 пункт – это размер Китая. Извращенец! Чтобы добраться до работы, которая находится в центре города, я сажусь на велик, трачу 10 минут для того, чтобы добраться до метро, сажусь в метро и трачу час, ровно час на то, чтобы добраться до центра города. Метро
Метро, Карл, без пробок. То есть понимаете, да, насколько большой этот город? К слову о том, в каком городе я живу, это не Гуанчжоу. Нет, это Ханчжоу. Да. Но опять же, сравнивать город, в котором я жил, Красноярск, и в котором сейчас живу, Ханчжоу, не стоит, потому что в Красноярске проживает больше 1 миллиона человек. В Ханчжоу проживает больше 8 миллионов. Разница очевидная. И переходим к пункту номер 5. Разнообразие культур. Да-да, наверное, прозвучит странно, что я говорю про разнообразие культур, находясь в Китае, где превосходствует китайская культура. Но в то же время в Китае проживает большое количество представителей разных стран. Среди моих друзей есть жители Южной Африки, Америки, Ирландии, Шотландии, да почти со всех стран. И что самое интересное, у нас не существует никаких барьеров при общении. Не только языковых, но также и культурных. То есть мы все понимаем прекрасно политические ситуации, что-либо еще. Разные вещи могут повлиять на отношения между странами. Но в то же время люди здесь вообще не парятся по этому поводу. История из жизни. Несколько раз, встречаясь с новыми иностранцами, меня обычно спрашивают: а ты откуда? Ну что ж, я либо из Ирана, либо из Италии. О море мио! Ну то есть, мало кто бы сказал о том, что я из России, что очень забавно. Но стоит мне включить русский акцент. You probably will never know, comrade, where I'm from. Конечно же, сразу всем становится понятно, все вспоминают про медведей, матрешек и водку. Про балалайку никто не вспоминает. И исходя из 5-го пункта, хотелось бы отметить пункт номер 6. Язык. Находясь в Китае, я стал реже говорить по-русски. И, видимо, поэтому я веду свой YouTube-канал на русском языке. Надо как-то практиковать его, ну. Среди моих друзей в Китае у меня только один друг, который говорит по-русски. Да и то мы обычно с ней разговариваем на английском, потому что вокруг нас большинство иностранцев, и как-то не особо культурно разговаривать на другом языке, когда тебя все остальные не понимают. А так, я очень часто практикую китайский язык, хотя пока что мой уровень только заказ еды, спросить, куда идти, сколько время и какие-либо еще важные вопросы. Но в то же время на протяжении 1,5 лет я ощущаю какое-то изменение уровня. Поэтому те люди, которые говорят, чтобы практика языка прошла успешно, нужно жить в атмосфере данного языка, вы абсолютно правы. Спасибо вам! Да! Хотелось бы также сказать спасибо своему преподавателю Наталье Леонидовне, которая помогла мне сделать шаг и поехать в Китай. Да, она, кстати, преподает китайский язык в городе Красноярск, школа китайского языка Нихао. Нисколько не проплаченная реклама. Нет, это абсолютно не реклама, просто я хотел вам посоветовать хорошую школу с отличным преподавателем. Дерзайте, вперед! Поверьте, плохому не научат. Конечно, я могу много говорить о различных плюсах жизни в Китае. Когда-нибудь я сделаю видео о минусах, потому что кроме плюсов, конечно же, есть и минусы. Но, думаю, на сегодня с этим все. Если вы хотите что-то узнать новое, спрашивайте в комментариях, постараюсь вам рассказать. Если у вас есть чем поделиться, может быть, вы живете в Китае, и у вас тоже есть свой какой-то необычный опыт в этом плане, тоже прошу вас, делитесь в комментариях, мне будет очень интересно это прочитать. А может быть, вы даже живете в городе Ханчжоу, мы можем с вами что-нибудь вместе сделать. Вперед! С вами был Алан Ди, всем пока! Но в то же время это очень хорошо, потому что это навыкает... Навыкает? Тебе рис приготовить или Красноярск? Или Красноярск?